Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Сегодня мы приготовили для вас подборку фильмов, имеющих реальную основу. Такие фильмы помогают нам более глубоко окунуться в тему и понять детали и причины событий давно минувших дней. И прежде чем начать, напоминаю вам, что мы ждем ваши комментарии и лайки. Это поможет продвижению ролика. Ведь вам это совсем не сложно, а нам приятно. Ну а мы поехали! 1944 год. Флоренс Фостер Дженкинс, состоятельная дама, развлекается участием в театральных постановках на вторых ролях. После посещения концерта Лили Понс у главной героини рождается идея фикс – стать оперной певицей. И это при том, что у нее нет ни слуха, ни голоса, и возраст уже 74 года. Но, как известно, деньги и положение в обществе делают чудеса. И Флоренс для достижения цели нанимает первоклассных педагогов и специалистов. «Примадонна» – биографический фильм режиссера Стивена Фрирза. Это уникальная история женщины, ставшей успешной оперной певицей при полном отсутствии музыкального слуха. Главные роли в фильме исполнили неподражаемая Мэрил Стрип и любимец миллионов Хью Грант. За исполнение этой роли Мэрил Стрип была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Это была 20-я номинация на премию Американской киноакадемии. И хоть она не получила награду, это одна из лучших ее ролей. А в паре с Хью Грантом они просто великолепны. Если сегодня знатоков спросить самый известный актер-режиссерский дуэт Голливуда, многие назовут неповторимого Джонни Деппа и яркого и стильного Тима Бертона. Этот монохромный байопик стал их вторым сотрудничеством после фильма «Эдвард. Руки-ножницы», который собрал в мировом прокате $86 миллионов при 20-миллионном бюджете. К сожалению, этого нельзя сказать об этом фильме. Несмотря на лестные отзывы кинокритиков и зрителей, кино провалилось в прокате. Однако, сегодня это кино считается культовой классикой. Фильм рассказывает истинную историю странной и пестрой жизни самой одиозной фигуры американского кино – Эда Вуда, признанного худшим режиссером за всю историю Голливуда. Это фильм одного из самых талантливых режиссеров Голливуда про самого бесталанного, которого и сыграл потрясающий Джонни Депп. Если вы считаете себя поклонником Тима Бертона и Джонни Деппа, то вы обязательно должны посмотреть этот фильм. Фильм мастерски стилизован под черно-белое кино 50-х годов, что было продиктовано сюжетом, события которого происходят в то время. Этот фильм нам рассказывает о том, как появился на свет фильм «Гражданин Кейн», выпущенный на экраны в 1941 году. Лучшая кинолента по версии Национального совета кинокритиков США. Молодой режиссер Орсон Уэллс получает заказ от киностудии на создание фильма. Для написания сценария он нанимает Германа Манкевича. Продюсер Джон Хаусман остается доволен работой сценариста. Остается только снять кино, но оказывается все не так просто. Работа над фильмом идет на фоне губернаторских выборов в Калифорнии. Политическая ситуация в стране отражается на работе Голливуда. Свой отпечаток оставляет и надвигающаяся Вторая мировая война. Фильм «Манк» – биографический драматический фильм режиссера Дэвида Финчера. Знатоки и ценители хорошего кино прекрасно знают, о ком идет речь. Главную роль исполнил потрясающий Гарри Олдман, поразивший нас своей оскароносной ролью самого известного премьер-министра в истории Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Ну и как не вспомнить его роли в фильмах «Пятый элемент» и «Леон Киллер». Фильм «Манк» имеет кучу наград, а также номинировался на 10 премий «Оскар», 2 из которых увенчались успехом. В этом проекте главную роль исполнил Дон Чидлом. Фильм «Отель Руанда» был номинирован на премию «Оскар» в 3 номинациях. Но сегодня немногие знают о том, что есть такой фильм, хотя он вполне заслуживает войти в список любимых у многих зрителей. Сюжет фильма основан на реальных событиях середины 90-х прошлого века. Тогда народ хуту, составлявший в Руанде этническое большинство, устроил в стране кровавую резню, уничтожив более миллиона человек народа тутси. История рассказывает с точки зрения администратора отеля Пола, пытающегося уберечь свою семью. Ему приходится балансировать между сторонами конфликта, чтобы обеспечить функционирование отеля. Этот фильм ценен прежде всего тем, что он рассказывает о тех событиях, которые нельзя забывать. Он заставляет задуматься над истинными ценностями. Насилие ужасает, а реакция на происходящее осязаема. Только сплоченность может противостоять ненависти и агрессии. Этот фильм показывает, что такое настоящее мужество, а не героизм в стиле голливудских блокбастеров. Вас ждет история жизни великого музыканта нашей современности – Рэя Чарльза. Его судьба была сложной. Нищее детство, ранняя слепота, спровоцированная потерей брата, наркотики, женщины, а прибавьте к этому 12 детей и борьбу с расизмом. Все это не стало препятствием незаурядному таланту. Рэй сделал блестящую карьеру и настоящую революцию в музыке. Рэй – биографический музыкально-драматический фильм.
Титульную роль блестяще исполнил Джейми Фокс. И вполне закономерным итогом его работы стал «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Также в фильме снялась Керри Вашингтон, с которой Джейми Фокс уже работал в фильме «Джанго освобожденный». А если говорить о музыкальном оформлении, то словами это не передать. Я уверен, что большинство песен, которые звучат в этом фильме, вы хорошо знаете. Не вижу смысла продолжать расписывать достоинства этого замечательного фильма. Скажу одно – это надо видеть и слышать. Фильм основан на реальных событиях. Здесь достаточно сказать, что режиссером проекта выступил Мартин Скорсезе. Главный герой этой истории – подопечный дома престарелых Фрэнк Ширан, который рассказывает о давно минувших днях своей жизни. Когда-то он был простым водителем грузовика и случайно познакомился с боссом мафии. С того момента Рассел Буфалино и начал вести с ним дела. Фильм был создан с использованием новых технологий дейджинга. Это позволило не искать молодых исполнителей на роли героев Роберта Де Ниро и Аль Пачино, а если так можно выразиться, омолодить самих актеров. Также отмечу участие в фильме и Джо Пеши, которого мы помним по многим колоритным ролям, среди которых «Бессмертная сага «Однажды в Америке», фильм «На все новогодние времена», «Один дома» и «Лунная походка» с Майклом Джексоном. Фильм был номинирован на множество премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус», и получил положительные отзывы критиков за режиссуру, сценарий и актерскую игру. Фильм рассказывает о жизни всемирно известной французской певицы и актрисы Эдит Пиаф. За свою короткую жизнь она успела подняться из трущоб до невиданных высот. Ее детство прошло в нищете, где каждый день был борьбой за местом под солнцем. Но она всегда хотела любить и петь. Благодаря сильной воле и таланту Эдит нашла путь на большую сцену, а жизнь ее приняла совершенно удивительный оборот. «Жизнь в розовом цвете» – французский биографический фильм режиссера Оливье Даана. Среди его известных работ – фильм «Грация Монако». Это очень эмоционально рассказанная история. Актерской команде отдельный респект. Марион Котийяр, сыгравшая Эдит Пиаф, получила за свою роль премию «Оскар» как лучшая актриса. Это был второй случай в истории Американской киноакадемии, когда лучшей актрисой стала исполнительница роли в фильме на иностранном языке. Первой такой чести удостоилась Софи Лорен в 1962 году, получив «Оскар» за свою роль в фильме «Две женщины». Это пронзительная история о внутреннем мире незаурядной личности. Фрида Кало – всемирно известная мексиканская художница, заслужившая славу талантливого творца с уникальным видением. С одной стороны, ее удивительная жизнь была полна боли и разочарований, с другой – наполнена любовью и радостью творчества. В 18 лет она попала в жуткую автомобильную катастрофу и лишь чудом выжила. Благодаря своему сильному характеру Фрида сумела направить боль от увечья в искусство и прожить невероятно яркую и наполненную событиями жизнь. «Фрида» – биографический драматический фильм режиссера Джули Теймор. Ее сценическая адаптация известного мультфильма «Король лев» получила 11 номинаций на премию Тонни. Сельма Хайек, исполнившая роль художницы, стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар». Помимо потрясающей и завораживающей игры Сальмы, вас порадует участие потрясающих Эшли Джад и Джеффри Раша. У меня на сегодня все. Мы и дальше будем рассказывать в наших роликах про те проекты, которые достойны твоего внимания. А для того, чтобы не пропустить, нужно всего лишь на нас подписаться. И если тебе нравится то, что мы делаем, ты можешь стать спонсором нашего канала. Всем пока-пока, услышимся!